Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас на канале Оксана Good Vintage. Продолжаю искать клад на различных свалках. Все, что удается найти, вам показываю, мои дорогие друзья. Сегодня я хочу показать вам свою коллекцию жемчужных украшений, которую тоже я нашла именно там. И многие зрители меня просили это сделать. Украшений из жемчуга у меня на самом деле очень много. Здесь вот тоже целая кучка такая, то, что я приготовила для показа, и еще с одной стороны, в общем, обложилась вся жемчугами, и хочу вам предложить вот такой ролик по запросу. Много жемчужных украшений, храню я часть коллекции в таком комодике, это небольшой комод, сейчас покажу вам, здесь вот он сверху открывается. Здесь вот тоже красоты разной много. И часть коллекции храню в своих винтажных комодах, которых тоже у меня целых два, и небольшие. В общем, собрала, если ничего не забыла, то, надеюсь, объем полный покажу. Если что-то забыла и найду, потом все равно покажу. Ну, давайте приступим. Украшения, которые я хочу вам сегодня показать, это украшения из жемчуга. В этой коллекции у меня есть как украшения из искусственного жемчуга, из натурального жемчуга. В общем, все понемножку буду показывать, стараться буду быстро все это сделать так, чтобы и самой ревизию такую провести небольшую, потому что много украшений, не знаешь, где что, и, в общем-то, думаю, что часть коллекции у меня все-таки по шкатулкам тоже еще есть. Ну да ладно, давайте приступим. Вот такие бусы, тонированный натуральный жемчуг. Если есть какие-то, вернее, какие-то маркировочки, я вам, конечно, все это тоже буду показывать, рассказывать. Сейчас, секунду, вот, возьму свою лупу и буду рассказывать. Это натуральный жемчуг, но он тонированный. Здесь была проба, была и сплыла. Как говорится, видите, бусины тонированные, но он холодный, такой приятный. Буду откладывать в сторонку. Здесь, мне кажется, это не тонированный жемчуг, а именно жемчуг вот такого черного цвета. На этой нитке, наверное, я думаю, что лучше вот так вот на подложке показывать будет более ну, как бы более удобно к просмотру. Это 925 проба, серебряная застежка, и это натуральный жемчуг, мне кажется, речной, но он, видите, весь отличается, и здесь вот нет вот такого эффекта, как на предыдущих бусинах, то есть вот они именно вот такого цвета. Ну, очень красивый, необычный цвет. Тоже нашла в каком-то мешочке, помыла. И скажу честно, мое отношение к жемчугу с возрастом поменялось. Я почему-то стала любить жемчуг. Раньше мне он казался каким-то возрастным, то есть украшение жемчуга только возрастным женщинам подходил бы, да, я вот как бы по моему такому мнению было. Сейчас я вижу, или, возможно, я просто пришла к возрасту такому, что именно эти украшения мне очень приятны. Вот такая нитка, тоже натурального жемчуга, бочонок, очень красивый цвет, такой цвет шампань. Так, здесь у меня вот такие серьги. Мои дорогие, буду показывать все подряд. Как есть, так и будет. Многие украшения. Вот про вот эти серьги я забыла. Гроздья жемчужные. Предположительно от Avon. Очень люблю я компанию Avon в украшении. Винтажный Avon. Просто великолепен на самом деле. И думаю, что вот эти серьги должны куда-то в другое место перейти, чтобы про них не забывать и носить. Украшения, конечно, нужно носить. Согласна с зрителями, которые об этом мне напоминают, пишут. Я говорю, что некоторые украшения я не ношу. И сейчас покажу вам украшения, которые я не ношу, но они, как говорится, душу греют. Да, они есть, я знаю, что они есть, и это просто великолепие. Это винтажные 50-е годы.
Даже 60-е здесь есть Аврора Бореалис и натуральные жемчужины. Это колье, предположительно, от Кора, потому что нет маркировки, но очень уж похожа сама стилистика листьев, и металл очень похож на Кора. Обратная сторона вот так выглядит. Ну, то, что жемчужины вклеены, это заметно, и со временем клей потемнел, вот такой неприглядный немножко вид имеет, но, конечно, я это все не буду переклеивать. Вот такое колье. Я знаю, кстати, в интернете я находила и браслет вот такой же. Часто бывает так, что какие-то украшения попадают, а потом собирается комплект. У меня тоже есть такая тема, что украшения друг друга притягивают. Ну, какая прелесть. Просто великолепная. Так, следующий тоже хочу показать вам именно вот из винтажного, прям 100% винтаж. Это тоже предположительно, вот такой наконечник. Это Сара Кавентри. И броширование отличное, и жемчужины натуральные, вещица просто великолепная. Но вот показываю именно те вещи, которые я не ношу, не надеваю, мне их жалко. Если какая-то из жемчужин выпадет, то, в общем-то, это будет очень такая утрата неприятная. Ну, вот это вот колье тоже не надеваю я. Нет таких, скажем, достойных приемов, да, в моей жизни, куда можно было бы это все надеть. На какие-то торжества, праздники я стараюсь надеть что-то более как бы современное, более, если даже что-то там повредится, потеряется, то, как говорится, невелика потеря. А вот подобные украшения потерять, конечно, жалко, обидно, досадно, и, в общем-то, я этим не рискую. Вот такое колье. Такой наконечник. Тоже маркировки на этом украшении нет. Но жемчужины натуральные. И жемчужины имеют немножко вот такую роспись, художественную ручную роспись. Такая вещица. Так, ну и давайте приступим. Ну к броши тоже. Брошей у меня много на самом деле. Ну давайте вот буду брать все подряд. Вот такие есть крупные серьги с крупной жемчужиной. Здесь багетные кристаллы. Но это имитация. 100% это имитация. Это не винтаж. Я не знаю. Но вот то, что багетные кристаллы, я думаю, что это все-таки имитация. Все-таки в винтажных антикварных украшениях багетные кристаллы и выглядят немножко по-другому. Но серьги очень приятные, тоже я их надеваю часто. Если что-то тут потеряется, мне будет не жалко. И вот как объяснить? Вот те, кто не то что занимается, а те, кто любит, чувствует вот винтажные антикварные украшения, у них все равно вот эта вот интуиция есть. Вот моя интуиция подсказывает, что это что-то современное. Если вы также считаете, напишите, пожалуйста. Так, ну, они тяжелые, стеклянные бусины, вроде как все нормально, но даже не то, что это эти серьги в отличном состоянии, а именно вот что-то мне подсказывает, что это что-то современное. Ну, может быть, 90-е, 2000-е, что-то вот так вот. Так, следующие серьги. И это серьги, тоже по поводу винтажного возраста сказать сложно, но здесь вот есть натуральный барочный жемчуг, такая жемчужина. И это серьги золотые, здесь есть маркировка. Золотые или позолота, мне кажется, на самом стерженьке где-то есть. В общем, вот так вот. Тоже интересные. Форма, на самом деле, современная, вполне современная. Вот подобного плана серьги могли быть и как 60-х, 70-х, как 80-х и 90-х. Классика, она всегда путает нас, и классика остается всегда классикой. Так, что касается сережек, сейчас еще, я думаю, что сейчас я покажу вам, да, коллекцию сначала серег, а потом перейдем к украшениям, к колье и все такое. И, кстати, вот этот ящик тоже
стоит разобрать. Я взялась разбирать то, что я отдельно собрала. Ну, в общем, тут тоже у меня много чего интересненького есть. Здесь вот такие серьги. Эти серьги тоже нашла в мешке. Кота в мешке нашла. Деревянный, очень красивый цвет. Такой неяркий. Но здесь вот натуральный барочный жемчуг. Тоже вещь такая приятненькая, тяжеленькая. Так, ну давайте разберем вот этот шкафчик, ящичек. Здесь тоже, ну, кто смотрит мои видео постоянно, знает, что часто попадаются именно нитки жемчужные. И это радует, на самом деле. Я всегда рада жемчугу натуральному в нитках. Если в каких-то пакетах попадается, то я, как говорится, их не отбрасываю, а с очень интересом, таким и любовью всегда рассматриваю. Так, здесь вот я тоже это уберу. Давайте вот этот ящичек разберем. Здесь вот нитка жемчуга, даже, по-моему, несколько ниток. Да, из последних своих находок вот эти две ниточки. И одна из зрительниц мне подсказала, что есть маркировка на замочке. Я посмотрела, да, маркировка есть. Спасибо большое за подсказку. И вот сейчас уже не помню, где я ее находила. Так что, если вы что-то видите, то, чего не вижу я, пишите, подсказки ваши мне помогают, и комментарии я абсолютно все читаю. Вот такой тоже попался мне не сет, а две нитки разного оттенка жемчуга. Очень приятная находка тоже. В коллекции моей сейчас живет. Так, следующая нитка жемчуга, ну, уже такая розового оттенка, она как-то даже холодно-розового, сиреневого оттенка. Я думаю, что тоже здесь есть тонирование, ну, хотя могу ошибаться. И здесь есть винтажная застежка. Очень люблю жемчуг именно вот они вроде как, ну, жемчуг, да, в нашем представлении, вот жемчужины. Но насколько они все разные, абсолютно разные, и это как раз та деталь, которая подчеркивает индивидуальность. То есть ни одна нитка, она все равно друг друга не повторяет. Вот застежки разные. Даже вот взять вот эти нитки, смотрите, насколько они разные. То предыдущие, которые я показывала. В общем, жемчуг разный, очень люблю. Холодный, такой приятный. И звук приятный у жемчуга мне очень нравится. Да? Такой вот. Так, следующая нитка, которая тут есть, это вот такая. Это винтаж, тоже застежка вот такая у него. Так, по-моему, здесь есть маркировка. Если какие-то маркировки прям наглядно вижу, я буду вам показывать. И это Japan. Это натуральный жемчуг, тоже приятная нитка. Очень нравится. И холодная такая вот. Насколько вот он красив и разный, да? Я почему-то раньше не то, что не замечала, у меня не было такого. Возможно, не было столько жемчуга, я не видела, насколько он может быть разный. Поэтому как-то вот так. Так, следующую нитку хочу показать. Вот такой барочный жемчуг с серебряной застежкой, 925-я проба. Великолепная нитка. Ношу вот этот барочный жемчуг часто. Но мне кажется, он более такой современный. Тоже он холодный, красивый. Вот эти вот крупные такие бусины. Ну, классно вообще он выглядит. Вообще в любом, скажем, при любом случае вот жемчуг выглядит очень хорошо. И в каком-то классическом наряде, вечернем, и в повседневной жизни жемчуг хорошо выглядит. Так что вот как-то так. Здесь еще у меня есть вот такие серьги. Очень красивый оттенок жемчужин у этих сережек. Жемчуг натуральный. Есть маркировка. И это Мане. Вот про эти серьги тоже я забыла. Нужно их как-то на более доступное видное место переселить. Классическая застежка английская. Классическая форма. И очень красивый цвет жемчуга. Есть у меня, кстати, вот можно даже комплект как-то собрать, да, сейчас я вот это вот уберу.
И вот по оттенку, мне кажется, вот эта вот нитка больше подходит. Цвет шампанского. Шампань. Так, ну, в общем, вот такие ниточки. А здесь в этом же отделе у меня есть вот такая брошь. Ну, это искусственный жемчуг. Видите, здесь вижу, есть повреждения. Но сама основа, видно, что очень старенькая. Штампованная филигрань. Брошь такая. Крупная брошь. Красивый тоже такой кабошончик. Но я ее переселю в броши, потому что у меня есть коллекция брошей с жемчугом. Так что делаю ревизию с пользой. Не просто вам показываю, но и сама тоже немножко порядок привожу. В порядок привожу. Вот такая еще у меня брошечка есть. Тоже с искусственным жемчугом, тоже филигрань. Но я думаю, что это 80-е, 90-е, может быть, 87-й, вот так вот. Ну, 90-е, скорее всего, 90-е. Тоже натуральные жемчужины. Ой, натуральные. Искусственные жемчужины, но они стеклянные, они тяжелые. Вот такая вот брошечка. Видите, но они отличаются. Думаю, что вот эта брошечка все-таки будет постарше. Коллекция большая, мои дорогие. Если видео получится, вернее, длинным, я разделю. Так что смотрите, наслаждайтесь, и я вместе с вами тоже буду наслаждаться всем этим процессом. Так, ну и давайте переходим. Покажу, я буду по очереди показывать из одной или из ящика. Вот как-то вот так. Вот такое украшение с жемчужиной, искусственная жемчужина. Так, здесь я думаю, что это что-то современное. Так, ну здесь таки есть маркировка. Сейчас, минуточку, рассмотрим. Это СПК. САУ. Как-то вот так называется. Не знаю, что это. Думаю, что это украшение современное. Тоже я его часто надеваю. Вот такие листья. Так, здесь как его, на какой стороной его носить? Я думаю, что вот этой. Такая подвесочка с жемчужиной. Натуральный, вернее, стеклянная основа покрыта жемчугом. Жемчужным покрытием. Тоже такая вещь современная. Так, ну и что еще у нас есть из винтажного, антикварного? Вот тут, в этом ящичке есть броши. Так поняла, броши собраны. Такая брошь — это и перламутр, и жемчужины. Брошь эту я ремонтировала. Чего-то тут не хватает, но брошечка очень старая, очень красивая. Здесь я вижу, что что-то в ней не хватает, но вот чисто вот так вот визуально, да, не видно, что с ней что-то не так. Она вполне себе гармонично выглядит. Очень красивые жемчужины. Вот такие броши часто встречаются и очень популярны. Такой большой центральный кабошон. Старая брошь в отличном состоянии. Плечики, застежка, говорит про винтажный возраст. Ну и к этой броши я подобрала, вернее, встретила, естественно, забрала вот такие серьги. Тоже про них забыла. Вполне себе можно использовать в каких-то современных аутфитах. Так, ну, сейчас я это уберу. В каких-то современных аутфитах. Но вот такой комплект тоже собран как бы отдельно в течение какого-то времени. Бывает часто, что попадается какая-то вещица, потом к ней притягивается еще что-то. Много комплектов я таким образом собрала, и это очень радует. И главное, чтобы не забывать помнить все, что у тебя в коллекции есть. Я так много, вернее, один раз я такой промах сделала, не взяла ни колье. Оказалось, что у меня такие серьги есть. В прошлых видео я показывала серьги, а колье, так сказать, пропустила. Бывает, что на следующий день идешь, а там уже, как говорится, все. Вот из этой же серии вот такая вот брошь. Ее носить именно вот в таком положении, вот так вертикально. Тоже очень красивый кабошон.
такого с розовым подтоном. И именно вот эта кайма была, обработка металла такая, была популярна в 80-х годах. Думаю тоже, что это брошечка из 80-х. Следующая брошь вот такая. Она почти по размеру с серьгами, но это брошечка. Такая малютка, но очень красивая. И обратная сторона, и кабошон стеклянный. В общем, как так. Сережа у меня там лежит, стонет. Слушает и удовольствие получает. Так, вот такие серьги на винтах. Тоже меня кто-то поправил, что это не серьги, это винтовые. Но все украшения на уши это серьги. В зависимости от того, какая застежка, соответственно, если это вот серьги винтовая застежка, то это серьги на винтах. Если это клипсы, то это серьги клипсы. Если это пусеты, то это серьги пусеты. Если английская застежка, то, в общем, по типу застежки отличаются, а по сути это все равно серьги. Вот такие красивые кристаллы, невероятно сияют, сверкают. Оригинальные жемчужины по центру. В общем, как-то так. Так, здесь, по-моему, у меня этот опустел. Туда же я это все и перемещаю. И думаю, что вполне себе гармонично они тут все и живут. Ну, кстати, у меня есть тоже большая коллекция брошей именно с жемчужинами. Но, в общем-то, немножко в другой технике. Так, вот что сверху находится, тоже я сейчас из этого комода буду доставать. И вам все, конечно, покажу. Так, сейчас сначала все достану, чтобы потом подробненько все вам показать, рассказать. Так. Достала, нет. Все, да не все, да. Ну, теперь все. Вот такую кучку давайте разберем. Буду тоже по одному предметику брать и разбирать. Так, здесь вот у меня жемчужные наборные серьги-клипсы. Здесь, по-моему, Japan маркировка. Смотку. Так, Japan маркировочка. Вот такая вещица. Но у меня есть также, я в прошлом видео, кто не посмотрел, посмотрите, показывала коллекцию наборных сережек, украшений, да, и думаю, что вот эти серьги нужно тоже туда переместить. У меня тоже постоянно бывают, как говорят, терзают меня смутные сомнения, по какому принципу сортировать, группировать вот эти винтажные украшения, то ли по маркам, то ли по стилю, то ли по цвету, в общем... Постоянно какие-то у меня перестановки в этом смысле происходят. Вот такие великолепные серьги, клипсы. Они на разные ушки. Натуральная жемчужина. И это... Так, тоже, по-моему, есть маркировка. Нет, маркировки нет. Но они такие классные. Очень красивые. Здесь же они у меня и останутся. Так, следующее. Вот такое нечто. Очень мелкие жемчужины. Так, здесь есть, по-моему, маркировка. Кора. Очень красивые. Уже вот они у меня вот в жемчужной коллекции. Хотя, может быть, стоит их именно в Кора перевести как-то. Не знаю, напишите, как вы считаете, как лучше. У меня всегда вот дилемма такая. Вот такая малышка. Брошечка, филигрань. Старенькая. Очень красивые не только вот жемчужины, но и вот эти вот розовые кристаллы очень хорошо сияют, сверкают. Как-то так. Здесь что? Вот такая брошь-корзинка.
Ну, как я уже сказала, у меня есть коллекция брошей с жемчугом. Я думаю, что вот эту корзиночку надо туда переселить. И покажу вам, если интересно вам, коллекцию брошей. Так, здесь, по-моему, нет маркировки. Если видите, мои дорогие, пишите, пожалуйста. Поправляйте. Мне много уже подсказок вы сделали. И мне помогли в процессе вот поиска. И вот вообще... Эти украшения бывает так, что когда в процессе ты их показываешь, через камеру не так видно, а вам все-таки виднее. Так, вот такие серьги. И здесь, по-моему, тоже нет маркировки. Сейчас, минуточку. Да, маркировки нет. Вот такая вещица. Это парочка. Тоже как, я не знаю, крылья, да, в разные стороны. Мне кажется, это на крылья похоже. Очень красивые тоже серьги. Вот много из сережек, про которые я забываю и не надеваю. А, как говорится, а зря. Вот такие вот пусеты серьги. Так, здесь есть маркировка. Сразу сейчас скажу. Кто-то написал, не смотрите маркировку, мои дорогие. Но маркировка — это информация, это то, что может подсказать о происхождении украшений. Вот здесь есть маркировка, но она не разборчивая, да, грубо говоря. Через камеру, если видно. Но серьги очень видно, что качественные, они такие тяжеловатые, но очень красивые. Ну, чем не современный дизайн, да? Классика, она всегда в моде, и мне кажется, вот это форма и сочетание и оттенок металла тоже вполне себе современно выглядит. Почему нет? Тоже я их как-то убрала, их нужно тоже выгуливать. Так, здесь остались вот такие малышки. Сейчас я их вам сразу парочкой покажу. Такие пусеты с натуральными жемчужинами. Вполне себе хорошо выглядят. Мои дорогие, вижу, что видео получается длинным. Давайте эту часть разбора коллекции из жемчуга закончим. И смотрите обязательно продолжение. Продолжим. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем мира, добра и красоты. С вами была Оксана. Увидимся в продолжении этой темы. Всем всего хорошего. Пока-пока.